Всем привет! Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Не знаю, почему хотел сказать это. Итак, сегодня праздник у манифестантов, да, те, кто в манифесте. Они могут ставить защиты, они могут все подряд. И давайте, знаете, приглашу вас все-таки в манифест. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Сразу скажу, расклад не для мнительных. Если вам страшно вот это все, или вы скептик, то вам не сюда. Это, как говорится, в Бога верят, а то, что демоны существуют, нет. Итак, расклад на демонах. И давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Какая сущность поселилась в твоем доме и почему именно там? Ну, понимаем, да? Демон Шакс. Это, знаешь, это вот классический дух манипуляции и навязчивых мыслей. А прицепился к твоему дому он через твой недавний конфликт с соседкой. Вот ситуация, где ты гнев подавила вместо того, чтобы высказаться. А Шакс, он как раз питается именно вот такой энергетикой. То есть там эмоциями, которые ты не выразила, да? Застрявшими, как говорится, в горловой твоей чакре, не вышедшей на свет. И выбрал он твое жилье, потому что почувствовал старую родовую программу. В твоей семье, скорее всего, по материнской линии, женщины, они привыкли молчать, когда их унижают. И вот демон, он проник через трещину в стене твоей спальни. Там, где вот плесень появилась у тебя. Его привязанность к этому месту, оно объясняется, знаешь, чем? Вот ночными кошмарами, необычными снами, страшными. И вот каждый раз, когда ты просыпаешься вот в этом холодном поту, он усиливает контроль. И Шакс, он, знаешь, не случайно активировался сейчас. Он реагирует на твое решение сменить что-то, например, работу. Потому что он боится потерять источник энергии. А источник энергии – это твои сомнения. Знаешь, у тебя в коридоре есть счета, письма всякие, документы в коридоре. Там, вот как раз там есть физический носитель вот его присутствия. Чего хочет эта сущность? От тебя или от дома? Ну, знаешь, по картам эта тварь, она хочет полностью заблокировать твою способность действовать. Вот знаешь, у тебя вот как? Я тебе объясню, чтобы ты поняла. Что ты начинаешь делать, перегораешь быстро. Например, там, сегодня ты решила, сколько у меня сил, сколько у меня энергии, завтра я сделаю генеральную уборку, окна помою, унитаз помою, все протеру, будет все блестеть. А с утра просыпаешься, ничего не хочешь. Хочется смотреть там ролики на Ютубе и так далее и тому подобное. Вот как раз перевернутая девятка жезлов, она и говорит, что демон, он умышленно создает ложные препятствия. А это твои мысли, апатичные. Ну вот апатия, да? Это и физическое что-то может быть. Например, там сломанный замок, перегоревшая лампочка, ключи пропадают. Хотя вот только что ты их видела на столе. А цель заставить тебя отказаться от защиты своих границ.
А семерка Пентаклей, она его план раскрывает полностью. Он ждет, когда ты вложишь силы в бесполезное дело, например, там ремонт, который у тебя постоянно срывается, да, вот это желание генеральной уборки, но ты ее не делаешь. И вот он препятствие делает, чтобы высосать твою энергию. Ему нужны твои сбережения. Вот, знаешь, еще обрати внимание вот на свои траты на всяких маркетплейсах. Это типа Озон и так далее. Ты покупаешь то, что тебе не нужно. Или в магазине ты покупаешь там вкусняшку, которая у тебя лежит и лежит. Хотя ты в магазине думала, сейчас, как я приду домой, чаечек заварю ромашковый и попью. Но в итоге все лежит. Понимаешь? Это вот он делает. Особенно он атакует, знаешь, твои отношения с подругами, с сестрами, с близкими для тебя людьми. Он провоцирует чувство вины за то, что ему ты мало помогаешь, понимаешь? То есть этот демон, он стремится изолировать тебя там от подруг, от всего мира. Поэтому у тебя участились ссоры из-за пустяков. На работе с подругами у тебя в голове подруги что-то не то. И сидишь в 4 стенах. Главное, он хочет, чтобы ты поверила в свою беспомощность и перестала бороться там, например, там за новую должность, да, за повышение. Или там курсы. Идешь, но лень, апатия на следующий день. И каждый раз, когда ты все это откладываешь, вот Шакс, он как раз получает порцию силы от этого. Как его присутствие влияет на твою жизнь и дом? Ну, она уже успела, вот эта сущность, нарушить энергетику дома. Шестерка Пентаклей, она перекос показывает вот в там распределении твоих ресурсов. Время, энергия, деньги, неважно. Ты стала чаще помогать другим в ущерб себе. А демон, он забирает вот эту отданную энергию, понимаешь? Деньги у тебя утекают там на помощь там подруге, неважно кому. А на самом деле манипулирует тобой. А император, он говорит то, что ты контроль потеряла. Ты перестала руководить своей жизнью. Дома у тебя вот часто стала техника бытовая ломаться. Именно в моменты, когда ты принимаешь важные какие-то решения. Наверное, если дети есть или питомцы, ты, наверное, заметила, агрессивнее стали. Это вот как раз влияние Шакса. На физике это, знаешь, это как постоянные ангины, это блок в Вишудхе. Или там боль в пояснице, это вот манипуры, слабость. Энергетические пробои в доме, они вот как будто вот локально в районе кухни и прихожей. Там холодный воздух скапливается даже при включенных батареях. Или там кондиционер, который на тепло дует. А там холодно. С мужем, если он у тебя есть, какие-то ссоры, ничем не немотивированные начинаются. Это вот как раз демон провоцирует их через твои невысказанные претензии. На работе ты тоже глупые ошибки допускаешь, если с бумагами работаешь. Это как раз его вмешательство. Как контакт наладить или изгнать эту сущность, если нужно? Ну, знаешь, забудь о контакте. Вот с этим контактировать не получится. Этого демона надо изгонять. Вот двойка мечей — это то, что ты сознательно игнорируешь ритуалы защиты. Вот просто хватит делать вид, что все нормально. Ты подсознательно, где-то очень глубоко знаешь, что нет. Восьмерка Пентаклей, она требует немедленных действий. В первую очередь найди вот этот предмет-якорь. Это вот, я говорил, да, в коридоре какое-то бумажка, письмо, записка, вот что-то такое. Что вот
как сказать, что там не должно быть. И закопай. Ночью до рассвета. На улице, не дома. Дома не копай. И каждое утро мой полы вот этим солевым раствором, начиная от входной двери и передвигаясь в сторону окон. Металлическую сковородку новую купи. Вот стукни ей 3 раза по каждой стене ровно в 12 часов дня. Вот важно во время чистки, знаешь, читай вслух любой какой-нибудь текст на иностранном языке. Потому что даже вот, как говорится, на кураптоновском. Понимаешь? То есть, как сказать, вот на тарабарщине. Потому что шакс, он теряет силу при звуках незнакомой речи. И после изгнания сразу смени все постельное белье и сожги тапочки свои старые. Заметь, у тебя тапочки в коридоре еще старые стоят. Это тебе намек. Чтобы закрыть вот эти энергетические пробои, да, повесь над входом там лавровый листик. Но главное, знаешь, вот самое главное, выражать свой гнев экологично научись. Например, боксерскую грушу бей. Нет боксерской груши, нет там у тебя фитнеса, да, где эти груши висят. Подушку бей. Бумажки рви. Вот не так вот бумажки, да, потихонечку рвать, а вот как будто, как с цепи сорвалась вот бумаги рвут же. Вот так вот. То есть гнев выкидывай. И вот когда ты перестанешь обиды копить, этот демон, он просто потеряет свою вот эту питательную среду. И через месяц, как говорится, проверь вентиляцию, там не должно быть паутины. Давайте перейдем к второму варианту. Двоечки, сразу вас успокою, у вас или только позитивная энергия, или вот дух женщины из твоего рода. То есть двоечкам не нужно тут ничего переживать, вот, как сказать, все позитивно. Итак, сущность поселилась в твоем доме, и какая, и почему здесь? Ну, давай мы будем говорить одно из двух. Или у тебя все позитивно, да, но мы же смотрим, что ты знаешь, что что-то не так. Поэтому это дух женщины твоего рода, которая, знаешь, за благополучие семьи отвечала. Это вот не призрак вот там в классическом смысле, да, а родовая хранительница, связанная с фундаментом дома. И в квартире, в доме у тебя она, потому что ты недавно активировала родовую память. Возможно, там разбила фото старые или убрала их куда-то. То есть, вот, как сказать, с родом связан. Возможно, тему наследства подняла, интересоваться своим деревом генеалогическим начала. Вот с родом ты начала интересоваться что-то, да? Или фото убрала вот старые, или пересматривала как раз. Ну, то есть связано с твоим родом ты что-то делала. И вот она притянулась через вот этот открытый канал связи с твоими предками, который ты, как говорится, неосознанно создала. Закреплена в этом месте, потому что квартира твоя, она вот на пересечении энергетических линий как будто. Раньше был семейный алтарь или какой-то вот порог родового гнезда. И тут не случайно какое-то поселение. Нет, дух пришел восстановить нарушенный баланс вот в семейной системе. Потому что ты сейчас кармический урок проходишь вот по линии материнских предков. Почему, еще раз повторюсь, ты что-то тронула такое вот, что связано с родом. Понимаешь, ну там фотографии и так далее, вот я что говорил. И также заметь,
перестали быть посиделки. Раньше дом полна коробочка, как говорится, и все собирались, и песни пели, а теперь нет. Возможно, это вспоминал. Чего хочет эта сущность от тебя или от дома? Ну, знаешь, ей нужно, чтобы ты признала невыплаченный долг. Долг твоего рода по женской линии. Это не про деньги, нет, это про эмоции подавленные. А если конкретно, то это невысказанная вот обида твоей прабабушки, которую она в могилу унесла. Сущность, она требует восстановить справедливость через вот ритуал отпускания. Например, напиши письмо усопшим и сожги его. Ну, пепел по ветру. И она также претендует, знаешь, на физическое пространство. То есть хочет, чтобы ты выделила уголок там у себя в зале, в спальне для памяти предков. Но главное, дух хочет вот, как сказать, передать скрытые знания. То есть тебе нужно разобрать шкатулки старые, чемоданы давно у тебя, как сказать, закрытые, которые десятилетиями закрытыми. Там лежит семейная реликвия с защитными свойствами. Потому что пока ты игнорируешь ее сигналы, сущность, она будет усиливать давление, понимаешь? Как присутствие влияет на твою жизнь и дом? Ну, знаешь, она хаос провоцирует. В отношениях, в деньгах у тебя. Из-за ее активности у тебя часто техника ломается. Особенно там водопровод, электричество, вот это все. На энергетическом, знаешь, она создает вихри в районе вот спальни, прихожей. То есть это вызывает вот бессонницу, беспричинную тревогу ночью. Страшненько. Ты вот заметила уже, наверное, что вот в доме стали чаще биться вот эти чашки. Растения без причин вянут. Это вот прямое следствие ее вмешательства. В личной жизни она старые конфликты с матерью раздувает, вытаскивает вот эти вот детские травмы на поверхность. Но самое опасное, она блокирует твой Сватхистан. Из-за чего пересыхают, как говорится, все романтические источники, романтические связи с твоей, особенно за последний год. Пока дух в доме, ты будешь чувствовать постоянный холод. В ногах, тяжесть в районе солнечного сплетения. На физике, я имею в виду, вот не на физике, а на других это у тебя. Мужика нет, или мужики странные попадаются. Как наладить контакт? Ну, я имею в виду, попадаются странные, и ты с ними ничего. Ну или чего, но через неделю улюлю-алюляй. Как контакт наладить или изгнать ее, если нужно? Ну, знаешь, контакт. Тебе, знаешь, вот нужно провести по картам вот обряд вот такой вот перезахоронение памяти, я бы назвал. Возьми черную свечу. Возьми фотографию самой старшей известной тебе родственницы по женской линии. И красную нитку шерстяную. Вот когда полная луна будет, да, полнолуние, завяжи нить вокруг фотографий и произнеси вслух имена всех женщин рода, которых ты помнишь. Затем нить сожги, вот в пламени вот этой черной свечи. После этого весь пепел за порог, ну там можно в окно, но не в унитаз, за порог. Понимаешь? Если хочешь оставить вот эту сущность как хранительницу, то вот в северном углу кухни, да, север я тебе скажу, где находится, правой рукой, там, где солнце восходит, это восток, левой рукой, там, где солнце садится, это запад, прямо у тебя будет север. Понимаешь? И вот в северном углу кухни, там, где север, кувшин
поставь глиняный с чистой водой и меняй вот этот кувшин, ну, не кувшин меняй, а воду, каждое новолуние твое, понимаешь? Но если решишь изгонять, то знаешь как вот, немножко шизово, но как я тебе по-другому скажу этот ритуал? Нужно на рассвете 3 раза дом обойти против часовой стрелки. То есть, если ты из дома выходишь, поворачиваешь налево. Это против часовой стрелки. С колокольчиком или с кристаллами вот турмалина. Знаешь, такой черный такой вот кристалл, он не шибко дорогой. Понимаешь? Обойди 3 раза. Главное, знаешь, страх не нужно. Вот этот вот страх, вот как тебе сказать, вот дома тебе страшно становится, да, когда одна думаешь, чего там в коридоре, вот его нельзя. Ни в коем случае. Обозначь свои границы вслух. Вот скажи, что ты, например, я разрешаю остаться, только если вот эта сущность будет соблюдать твои правила. Извиняюсь, вслух сказать нужно. Понимаешь? Это если ты хочешь оставить. Вроде все сказал, вроде все сказал. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. Тут даже говорить не надо, да? Написано «Демон Вассага». И закрепился через родовой якорь. Через родовой, да. То есть он, знаешь, он пришел через незакрытый портал, который твои предки открыли. Ну, во время какого-то старого семейного ритуала. Может быть, знаешь, вот, как сказать, бабушка с дедушкой поругались, да, которые умерли. Или прабабушка, прадедушка, если старая квартира. То есть этот демон, он, знаешь, он питается твоими воспоминаниями о детстве и цепляется за зону под спальней. Он, знаешь, он твой дом выбрал, потому что здесь вот до сих пор висит вот этот вот или конфликт между бабушкой и дедом, может, прабабушка, прадед, извини, заговариваюсь. Вот их ссора, то ли о наследстве, то ли вот о чем-то так, создала вот этот энергетический вакуум. И демон привязался к месту, где ты хранишь старые фотоальбомы, да, фотокарточки вот эти вот, как сказать, семейные. Он вот их использует как проводник в физический мир. А конкретно это существо из низшего астрала. Оно, знаешь, оно специализируется, да, так скажем, на манипуляциях времени, на искажениях реальности. И проник через трещину в ауре дома, которая появилась после твоего переезда. Понимаешь, ты уезжала, вернулась и чистку не делала помещения от вот этих, как сказать, может, это даже не твои бабушка, дедушка. Почему я сразу тебе говорю, что бабушка, дедушка? Потому что тут по другим картам, но это может быть и не твои бабушка, дедушка. Может, это прежние жильцы. А они, скорее всего, иглы где-то оставили. Или фотоальбомы. Я тут немножко запутался. Что это сущность? Извиняюсь. Что эта сущность от тебя хочет или от дома твоего? Ну, этот паразит, он, знаешь, он хочет переписать твою родословную через подмену реальности. Цель этого демона — это... Я вот не знаю, почему
Я понять не могу. Нет, я знаю, что тебе сказать, но я понять не могу. Как будто или у прежних жильцов не было, у бабушки, у дедушки не было, как сказать, внучек. Вот давай я тебе объясню, что я чувствую. Это бабушка и дедушка твоя, но не настоящие. Вот как это объяснить-то тебе, я не знаю даже. Ну, то есть подмена реальности. Понимаешь? Как будто он хочет стереть память о твоих и заменить их вот этими. Я поэтому путаюсь. То, что бабушка, дедушка, но это не твои бабушка, дедушка, но это твои бабушка, дедушка. Вот я не знаю, как это тебе сказать на словах. Он хочет оборвать как будто силу твоего рода. И он высасывает энергию из этой чакры Сватхистана. У всех жильцов причем. Провоцируют ночные вот эти, как сказать, ночные мысли про ревность, что ли. Беспричинная ревность между. Если у тебя есть мужик, у тебя ревниво. И ты ревнуешь его. Сущности вот этой, они, знаешь, нужны твои невыпокланные, да что ж такое, невыпокланные слезы. Невыплаканные, я заговариваюсь, извиняюсь. Невыпокланные, да, вот эти вот слезы, в общем. Потому что они как топливо для него, для материализации его плана. Но я одно понять не могу. Или это подмена реальности, или что, но это бабушка-дедушка, которые не твои, но которые твои. Или ты приемная? Нет, не должно быть. В общем, бабушка-дедушка тут жили. И они и твои, и не твои, и он подменяет эту реальность. Вот так вот. И родить ты не можешь. Потому что сущность блокирует способность к зачатию. Потому что хочет вот как будто... Вот знаешь, как все запутано? Я не знаю, какие слова тебе подобрать, потому что он путает. Он причем путает очень жестко. Даже я запутался. То есть он, как сказать-то, перенаправить родовой канал, что ли, хочет, на другую ветку потомков. И вот как это так... В общем, его задача подмена бабушки и дедушки. А как я тебе по-другому скажу? Понимаешь? И вот демон, он, знаешь, как будто в стене дома что-то есть, а дом у тебя старый. И он хочет перенести это на астральный уровень, подменив тебе бабушку и дедушку, что ли. Ну, как это так? Я понять не могу. И вот он провоцирует тебя ремонты постоянно. У тебя, наверное, вечный, незаканчивающийся ремонт. Вот эти твои желания. Я хочу чего-то, обои переклеить. Или там, я хочу кладовку снести. Это все вот он делает. И он будет давить на твой страх одиночества, чтобы ты мужчину в дом пустила с темной кармой, который станет уже физическим проводником для этого демона. Не цыган, нет. Я не знаю, как это объяснить. Вот я знаю, что происходит, а слов подобрать не могу. Ты это паразит. Понимаешь? То есть все подменить у тебя хочет. Получается, мужика тебе, какого-то гандона, извини меня за выражение, я вслух сказал. Я, извините, я ничего не говорил, это вам послышалось. Какого-то паразита хочет, как будто своего. Или ты уже с ним знакомый, с этим, как его, с практиком.
Я запутался, если честно. Потому что тут жесткая подмена всего. Как будто весь твой не мир, нет, не мир, а вот есть у тебя родственники, да, я не знаю просто, как это объяснить. Вот есть у тебя родственники, а он хочет, чтобы у тебя были на этом же месте другие люди. Ты же не приемная? Да нет, вроде. Ну вот он хочет заменить, плюс мужика хочет как бы своего тебе, с темной кармой. Ты меня поняла, если твой расклад, потому что я ни хрена, извини меня, не понял. Какая-то подмена постоянно всех причем. Ну или это все объясняет, что ты приемная, но ты не должна быть приемная. Или ты к ним приемная, или ты жила с бабушкой, дедушкой, которые не твои. Если это твой расклад, ты без меня уже все поняла, напиши, пожалуйста, чтобы я сам разобрался, потому что я очень сильно запутался. Вот очень сильно. Я знаю, что происходит, а сказать не могу. Итак, как присутствие влияет на твою жизнь и дом? Ну, знаешь, она пробила уж твою ауру. На уровне горла, горловой чакры. Ты стала чаще болеть вот этим вот. Кашель постоянный, ангина, голос теряешь. В доме, вот в доме, а по ночам иногда пахнет как будто яблоками, причем гнилыми. Вот именно только по ночам. Понимаешь? И это бытовая техника сбоит. Вот именно в том углу, где вот ты работаешь, рабочий стол или компьютерный стол. Деньги копить ты не можешь, потому что вот каждая полученная пятая деньга, вот не знаю, как сказать, утекает как будто через вот эти скрытые энергии демона. Дети, если у тебя есть, они ночами кричат. Растения умирают, хотя ты поливаешь вроде. Температура холоднее. Особенно вот, знаешь, вот 3:15 ночи. Прям вот холодно. В 3:30 вроде нормально уже. И тут не сквозняк, нет. Это вот как раз демон высасывает тепло для своих, как говорится, нужд. Сны стали черно-белыми. Вот еще есть такая штука. Я не знаю, как объяснить вот это, но я постараюсь. Знаешь, что такое уголок зрения? Это вот не куда ты смотришь, а боковое зрение. И вот когда ты там ночью куда-то идешь и так далее, у тебя тени мелькают. Вот как будто со слишком длинными пальцами. Вот как вот объяснить-то вот это зрение боковое? Вот смотри прямо, но у тебя сбоку ты тоже видишь, да? Вот где там со стороны уха, да, любого вправо-влево. Вот, это боковое зрение. И вот у тебя тени мелькают по ночам. И дело ты ни одного закончить не можешь. Потому что он ворует твои волевые вот эти импульсы. Понимаешь? В доме лампочки постоянно перегорают. Что тут еще говорить? Как наладить контакт или изгнать, если нужно? Ну, знаешь, черная свеча из вощины и мелом начерти круг вокруг кровати. Вот в четверг на убывающей луне. Вот именно только так. Контактировать через зеркало в прихожей. Поставь перед зеркалом чашу с родниковой водой и с 3 иглами. Если решишь общаться, то вслух задавай 3 вопроса. Ответы записывай левой рукой. На бумаге. Но демон врет. Врет через каждое второе слово. И, конечно, хочет... А чё я тебя буду пугать? Ну, а как я тебе по-другому прочитаю это? Хочет, чтобы тебя не было. Вот так скажем.
Для изгнания соль и сыпь ее на пороге вот по уголкам, да, ровно в полночь сыпешь. В доме, в доме найди предмет с двойным дном. Вот найди, там увидишь свой волос. Его нужно сжечь. Да, да. Все так очень сильно запутано, я тут очень сильно запутался, но я все сказал, что нужно сделать. Если через неделю после вот этого всего унюхаешь, ну, правильно говорить, услышишь, да, там запах полыни, значит, этот паразит ушел. Но если увидишь мертвую птичку в течение вот этой недели, то опять повторный ритуал делай. Но чтобы у тебя красная нить на вот этом, на руке, на запястье левой руки было. То же самое повтори, только с вот этой нитью. Тут все слишком запутано у третьего варианта. Такое ощущение, как будто ты не то что не догадывалась об этом, а у тебя там по ночам и тарелки скрипят, тарелки шумят и так далее. То есть, активно слишком все, вот так вот скажем. Плюс путает очень ужасно, прям вот ужасно все путает. Ну, а что я тут скажу? Помни, что дед всегда рядом.